Ой, девочки, это такое счастье, когда все детальки связаны. Такое облегчение, потому что теперь просто вяжи живот и все ввязывай. Это одно удовольствие, когда ты начинаешь вязать туловище. Мне так это нравится. А вот эти мелкие всякие детальки. Ох. Итак, приступим вязать туловище. Я посмотрела у этого оленя, у него ножки пришиты, но я их сделала так, чтобы мы их могли ввязать. Я вот теперь думаю, смотрите, здесь прибавление идет до 66 петель. Можете себе представить? Зайка, который у меня стоит на ютубе, да, такой маленький, в юбочке, у него идут прибавления до 36 петель. Туловище у него вот такое. А тут будет у нас, знаете, какой хомяк? Он будет очень большой. Я могу представить, какой он будет шикарный. Я вот думала, я его, наверное, себе оставлю. У меня на рождественской декорации, на лестнице я всегда обматываю перила такой блестяшкой и прям могу его в лестницу туда посадить. Знаете, как он красивый будет там? Я попробую так фотку с него сделать. Он будет шикарный просто, я его не отдам никому. Он будет мой. Олень. Я его где-нибудь у себя в коридоре красиво сделаю. Я страшно люблю такие вещи. У меня здесь кого только нет. И домовята, и олени, и петухи, и все, что хочешь. И куклы, вся спальня. Но если у меня нет отдельного кабинета для этого, да, я не могу такое. Я вообще обожаю ручную работу и даже не разрешаю прикасаться моим детям к ним, потому что, ну, просто только я могу знать, что это такое, что это за работа, да, и как к ней нужно относиться, потому что ручная работа. Детки, они такое не ценят, они не понимают. Им самое главное, что такое маленькое, хорошенькое, сладенькое, его засюсюкать, залезать, обнимать, и через 2 дня можно выкидывать. Нет, я его не отдам, я его посажу себе. Так, девочки, вяжем туловище. Теперь я насчет с чего-то я начала вообще, с ног. А тут дошло до декорации. Я вот теперь думаю, на каком ряду мы будем ввязывать ноги. Если мы будем ввязывать после прибавок, девочки, ну у него ноги будут, ну вот так на расстоянии будут торчать некрасиво, да? Я думаю, что, может быть, прибавки разделим, ну где-нибудь вот здесь вот, где 48 столбиков, и там, может быть, мы ноги ему вяжем. Я вот теперь думаю, сколько мы сейчас будем самостоятельно вязать рядов прибавления, чтобы потом опять здесь с вами встретиться. Просто чисто вот, ну, чуйка у вас что-нибудь говорит, нет, на каком ряду? Ну, мне кажется, я бы разделила бы. Я бы, мне кажется, вот провязала бы 5 столбиков прибавка, а потом бы ввязала, наверное, ножки. Хотя всем игрушкам, в принципе, когда ты туловище вяжешь, если вот вспомните с единорогом, в основном все те игрушки, которые я вязала, я ввязывала ноги именно после прибавок, после всех окончательных прибавок. Ввязывала ноги, потому что если мы их вяжем где-нибудь в середине, и потом туловище еще идет дальше, а ноги у него где-то тут из-под низа вылазят, ну сделаем, пусть они вылазят уже как симметрично, наверное, да? Но я думаю, давайте все-таки рискнем после 66 петель. Если кто думает, что ножки надо ввязывать раньше, проблем нету. Вы их приложите и ввяжите, как вам красивее. Я попробую ввязать ножки вот после 66 петель. Тогда просто они будут не здесь, не как здесь снизу, они будут здесь вот так вот сбоку идти. Потому что здесь, смотрите, как они ввязываются, девочки. Вот, видите? Я ничего не хочу пришивать. И они снизу здесь. Если мы сделаем прибавки до конца, то у нас ножки просто симметрично телу будут идти. Да, сделаем так. Короче, я сейчас с вами начну. И вот эти вот прибавки мы будем делать самостоятельно, да? Берем цвет тела. В принципе, знаете, еще что красиво будет? Если тело тоже красным вязать. Ну, будет костюм у него просто крутой такой, как Дед Мороз. Да? Красное тело, тоже красиво. Но я сделаю по схемке. Итак, кольцо амигуруми, как всегда. Песня начиная сначала, да? Колечко 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. В первом ряду мы делаем прибавки. Как всегда. Все как всегда, одно и то же.
Вот начало всегда очень скучное, все одно и то же. Но потом такой разворот получается. В любой ситуации, да, девочки? Всегда начало такое скучное, а потом такой может быть поворот действия. Ой-ой-ой. Девочки, сегодня ничего не хапало, честное слово. У меня сегодня все хорошо, просто такое настроение, как никогда. Итак, 6 раз я прибавила или сколько? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот, прибавила. Теперь мы вяжем каждый ряд аналогично. Да? Это все уже знают, если вы со мной вяжете, давно вы знаете, да, что если вы хотите, ставьте здесь маркер. Я маркер поставлю чуть позже, я вяжу по петелькам. Первый ряд вяжется 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. И так 6 раз, да, столбик, прибавка, столбик, прибавка, и последний столбик и прибавка. Окей, для вас я поставлю маркер. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. У нас каждый ряд увеличивается на 1 петлю. Третий ряд, или там какой по счету следующий будет, 3 столбика, прибавка, и так 6 раз. 4 столбика, прибавка, и так 6 раз. У нас получается вот такой вот круг. И мы эти прибавки, девочки, делаем до тех пор, пока у нас не будет 9 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Давайте вот эту часть самостоятельно свяжем, и потом здесь с вами встретимся. А я пойду 5 имен вышью. У меня имена в заказе, они должны прям завтра уйти, иначе кунды умрут срочно. Так что вяжем, да, а я пошла дальше работать. Всем добрый вечер, девочки, я до сих пор еще с вами. Продолжение следует. Ой, кошмар, я сегодня целый день только на этой вязке. Ну ничего, тоже надо. Итак, я провязала, да, вот этот круг. Сделала прибавки, у меня здесь 66 столбиков. Теперь мы будем ввязывать ножки. Я никакие ряды больше не провязывала, да, после прибавок. Тут видно вот, что прибавка последняя. У меня сейчас 66 петелек. Я немножко подсчитала, где мы будем ввязывать ножки. Просто чисто арифметически разделила. У нас 66 петель. В каждой ноге у меня здесь получается 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, это значит 7 у меня будет здесь, 7 здесь, это 14. Остается у нас 52 столбика. Делим на полупам по 26. Итак, провязываем 7, 26, 7, 26. Да? Должно так получиться, я надеюсь. Не знаю, как я правильно высчитала, ну так где-то. Итак, прикладываем ногу. Я всегда беру здесь вот эту вот последнюю, чтобы она не висела. В первую ввожу. И ввязываем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и последняя 7. Теперь я провязываю 26 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, ну еще 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот так. И теперь ввязываем вторую ногу.
Девочки, он будет большой. Я бы не сказала, что он такой, знаете, будет прям в объеме большой, но он будет в длине большой. Полметра, наверное, он будет. Ой, но это будет, девчата, это будет шикарная декорация где-нибудь в хате на Новый год. Ну, если, конечно, кто-то такое любит, да? Ну, в основном все любят те, кто со мной вяжет. Иначе это было бы как-то даже глупо такое не любить. Но вязать. Если такое не любишь, то они никогда не будут красивые, даже если ты их просто вяжешь. Они не будут связаны от души. И у них не будет этой живой энергетики в этой игрушке. И они будут выглядеть как чморики. Поэтому со мной вяжут все те, кто это любит. Хотя меня смотрят даже те, кто меня не любит. И это мы знаем. Спасибо вам. Вот. Идем до конца или до начала ряда, да? Но я бы сказала, я остановлюсь вот здесь. Я не буду довязывать прям до самой ноги опять. Здесь было бы начало ряда. Я останусь здесь на пупеце сзади. Вот. По схеме мы сейчас должны провязывать 11 рядов без изменения. Один ряд мы уже провязали. Это где мы ноги вязали. И теперь мы вяжем еще 10 рядов без изменения наверх. Ставим здесь маркер, довязываем до сюда и вяжем 10 рядов без изменения. Офигеть, какой он будет. Круто. Девочки, итак, я провязала эти 11 рядов. И хочу вам сказать, что это чудо у меня уже 35 сантиметров. Я вяжу очень туго, да? Один клубок вот такого цвета у меня ушел. Я сейчас открыла второй. Вот. Но он будет большой. Если вы, например, такого большого не хотите, девочки, все те игрушки, что я вяжу на своем канале, они все могут вязаться с акриловой пряжи, или с хлопковой пряжи, или с другой. Не обязательно их вязать именно с этой. Все игрушки можно вязать с какой вы хотите пряжи. Самое главное, чтобы вся пряжа была по качеству одинаковое. Если ноги с акрила, то и обувь с акрила, да, не так, что ноги оттуда, ноги с акрила, а обувь с Гималая, я представляю, как они будут, они должны быть одинаковые. Даже вот этот вот Рудольф, он будет очень красиво с мохера. Например, вы его вяжете с мохера, а обувь можете связать с акрила. Но ниточка должна быть по толщине одинаковая, да? И он будет такой волосатый, как настоящий олень. Очень красиво. Не обязательно вязать именно с этой пряжи. Почему я с нее именно вяжу? Мне легче, девочки, для моих суставов. Я не могу держать в руках тоненький крючок. И вот этот вот акрил у меня от прошлой болезни энцефалита очень болят суставы. Сейчас, слава богу, это больше не выходит, но если я опять приду на это, у меня опухают как ревматизм. Поэтому я вышла только на эту пряжу, потому что она мягкая, она удобная, и я сами игрушки эти очень так люблю, когда они такие, все такие зефирные, такие сладенькие все. Но я не могу, как вам еще описать. Но люблю я вязать этой пряжей, у меня от этого я кайфую, и все. Кайфую. Так, короче, кайфуем. Блин, мне завтра утром на работу, время 10:30 вечера, для ночера уже. Мне в 6 вставать, так я вот теперь сижу и думаю, вязать или пойти еще погладить. Наверное, еще чуть-чуть свяжем. Давайте, знаете, что мы свяжем? Продолжение следует. Ножки мы так раздвинем, чтобы вы что-то видели. Я представляю, сколько мне сюда надо будет ваты, девочки. Ой-ой-ой. Один ряд сейчас мы вяжем 9 столбиков убавка и так 6 раз. Да? 9 столбиков убавка и так 6 раз. И потом один ряд без изменения 60 столбиков. Давайте сперва это провяжем. Вот я провязала эти ряды. У меня сейчас в данный момент 60 столбиков. И теперь мы вяжем один ряд опять с убавками. Обратите внимание, вы должны стоять обязательно сзади, прям вот в серединке. Да? Мы сейчас должны будем провязать 18 столбиков. И потом мы будем здесь на животике делать убавки. Мы делаем
2 столбика убавка и так 6 раз. Обратите обязательно внимание, чтобы эти убавки были прям вот впереди животика. Да, это у нас будет животик такой. Для этого, как я посчитала, я должна, начало ряда должно быть стоять прям в середине спинки. Провязываем 18 столбиков. Потом вяжем 2 столбика убавка и так 6 раз. И опять 18 столбиков. Да, и повторяю. Вяжем 18 столбиков. Потом мы останавливаемся прямо вот здесь вот в середине. И мы вяжем 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. Так мы вяжем 6 раз с убавками, да, 2 столбика убавка. И опять 18 столбиков. Итак, я этот ряд провязала. Теперь мы вяжем один ряд без изменений. У нас с вами сейчас в данный момент 54 столбика. И мы вяжем один ряд без изменений. Вот, ставьте, пожалуйста, здесь себе маркер, да, чтобы вот именно один ряд до этого пункта дошли. И потом, после этого ряда, мы вяжем опять 18 столбиков, да, 18 столбиков. И потом на животике мы вяжем 1 столбик убавка, и так 6 раз. 1 столбик убавка, так 6 раз. И потом 18 столбиков опять до конца ряда. Окей? Я повторю. Мы сейчас провязываем один ряд без изменений 54 столбика. И потом провязываем 18 столбиков. 1 столбик убавка, так 6 раз. И опять 18 столбиков. Итак, девочки, я эти ряды провязала. И теперь мы вяжем. У нас сейчас в данный момент 48 столбиков. И мы вяжем 2 ряда без изменений 48 столбиков. Окей? Итак, девочки, я провязала эти 2 ряда. У меня сейчас 48 столбиков, и мы делаем теперь в таком виде убавки. Мы сейчас провяжем один ряд, 6 столбиков убавка и так 6 раз. Потом мы вяжем 2 ряда без изменений. Потом вяжем 5 столбиков убавка и так 6 раз. И опять вяжем 2 ряда без изменений. И еще один ряд мы вяжем 4 столбика убавка и так 6 раз. Потом мы уже будем ввязывать с вами руки. Вот. Для этого я вам сейчас еще раз покажу. Я не буду это показывать, потому что я не вижу смысла. Здесь, в принципе-то, делать нечего, да. Одна и та же сейчас будет у нас тема. Вот. Смотрите. Мы с вами провязали сейчас вот этот ряд, да, и 2 ряда без изменений, 48 столбиков. Вот, я надеюсь, вы видите. Вот, мы провязали 2 ряда без изменений. Теперь мы вяжем вот эти ряды, но до сюда. Вот эти вот ряды мы вяжем. Начинаем 6 столбиков убавка и так 6 раз. Сделайте себе скрин, чтобы вы остановили видео, да, и то, что я вам сказала, вы вот это вот провяжете. Вяжем сейчас 6 столбиков убавка так 6 раз. Потом идет 2 ряда без изменений. Потом идет 5 столбиков убавка и так 6 раз. И 2 ряда без изменений. И 4 столбика убавка и так 6 раз. Вот. Там потом идут опять 2 ряда без изменений, но мы в этом ряду будем ввязывать руки. В этом ряду мы тогда здесь уже с вами опять встретимся. Окей? Хорошо. Да, и не забывайте наполнять. Я сейчас тоже достану вату и будем наполнять. Итак, девочки, я провязала эти ряды. У меня сейчас в данный момент... Камера что-то у меня сдвинулась. У меня сейчас в данный момент 30 столбиков. Мы должны провязать 2 ряда без изменений, но в первом ряду из этих я хочу ввязать руки. Мне сейчас реально тяжело его показывать, потому что он уже сейчас у меня вот только... Туловище еще не до конца довязано, еще где-то вот так вот вяжется, да? Вот. Ой, я вам сейчас скажу, 40 сантиметров. 40, может 45 уже даже. Короче, он большой, он будет реально большой, он будет крутой. Единственное, что мне в нем нравится, да, то, что он не сильно толстый, он длинный. Вот, ну, типичный как олень, да. Я не знаю, какие олени типичные, но по вот этой игрушке он прям типичный олень. Или лось там. Самое главное, что он не козел. Все равно. Итак, у нас сейчас здесь 30 столбиков, да? Ну-ка еще раз посмотрю. Да, 30 столбиков. Вот одна рука.
Прикладываем ее так, да, вот смотрите. О, аж шикардос будет вообще. Вот так прикладываем, симметрично ноге. Видите, да? Я бы, конечно, сняла бы в другой комнате, вязав его на колени, но у меня вообще сейчас для этого нету возможности. И там в комнате ребенок спит, поэтому я его вяжу здесь и показываю, как могу. Вот, одна рука так, палец торчит наверх, и другая рука... Ой, забыла выключить телефон, мне тут позвонили, поэтому, блин, сорвалось. Итак, еще раз объясняю. Одна рука лежит вот так, другая рука лежит вот так. Ну, как везде положено, да? Вот, девочки, смотрите, сколько здесь у нас петелек. Так, сейчас отсюда посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, 5 здесь, 5 здесь, да? Только правильно пришиваем, чтобы пальцы наверх смотрели. Вот, получается, здесь 5, здесь 5. Это 10, и остается у нас еще 20. Между ними должно быть 10 петелек тут и 10 петелек сзади. Вот, мне очень легко будет ввязать эти ручки, если я буду держать его на коленях. На камеру сейчас я это показать, к сожалению, не могу. Так что мы сейчас находимся сзади, видите, вон, да? Мы провязываем. Вот берите симметрично, смотрите, вот рука должна вот так лежать. Вот, где нога, так и рука. Вот. Зацепите здесь чем-нибудь, может быть иголкой, да? И вяжите до сюда. Потом ввязываете руку и тело вместе. Ввязываете, ввязываете, ввязали последнюю петельку, вяжете 10 петелек, ввязываете другую. Если вы видите, что по подсчету 10 петелек может быть много, да, и рука сдвигается туда, что она получается не симметрично с ногой, берите впереди петелек меньше. Вот. Мы здесь не делаем никакие убавки, никакие прибавки. Мы просто прикладываем, мы вяжем по кругу, прикладываем в нужную позицию руку и ввязываем ее. Окей? Точно так же, как мы вот ввязывали ноги. Вот. Давайте мы сейчас этот ряд сами вяжем. И потом делается еще один ряд просто так, без изменений. Да? Вот. А там мы уже будем смотреть. Если вы хотите садить голову на суставчик, то по схеме делается еще один ряд с 3 столбиками убавками 6 раз. Да? А потом я могу поставить вот сюда вот такой сустав и это хорошо завязать или там обвязать, закрыть, чтобы плотно было. Но перед тем, как его ставить и закрывать, обязательно заполните очень хорошо ватой, чтобы шея у него такая плотная была и стояла, да? Чтобы голова не падала. Хотя при таком размере головы она будет все равно падать вперед. Единственное, что я еще думаю, что убавив следующий ряд еще, да, по схеме мы еще один ряд должны будем убавить, это эти тройки до 24 столбика, мы можем посадить сюда сустав не 4,5, как этот, а 6. Тогда он будет очень плотно голову держать. Или просто пришить голову, да. Вот, но я почему-то, вот, ну, интуиция мне говорит, что голова здесь будет болтаться. Хочешь, не хочешь, мне кажется, голова даже на суставе будет болтаться, потому что голова очень большая, там еще рога такие богатые у него, они перевешивают, да, вот, поэтому смотрим. Я почему-то думала посадить на 4,5, знаете почему? Пусть она у меня лучше чуть-чуть вперед свисает, чем у нее морда будет торчать вот так вот наверх. Тогда будет не видно ни глаз, ничего. Конечно, можно этот сустав и сбоку вот так посадить, и потом сбоку голову, но я даже не могу себе представить, как это будет выглядеть. Поэтому самое проще для вас закрывать голову до конца, ой, извиняюсь, тело до конца, а потом голову пришивать. Но я все-таки рискну на вот этот сустав, потому что она тоже убавляет до 24 столбиков, и потом она голову пришивает. И если голова держится, значит она держится. Значит, и на этом она будет держаться. Итак, все, что-то я очень много наболтала здесь. Давайте, девочки, обратите внимание, что палец должен у него торчать наверх. Симметрично ногам мы вот здесь просто сейчас связываем одну руку, также вторую. И провязываем ряд там до конца. И еще один потом по кругу, да, без изменений. Итак, девочки, смотрите, что у меня получилось. Ввязала я руки, расстояние я сделала сперва 10, но потом посмотрела, что у меня одна рука сильно уходит назад. Сделала я 8 петелек здесь.
5 здесь, 8 здесь, 5 здесь и здесь остатки 12, да, остается. Вот, что мы сейчас делаем? Мы делаем еще один ряд с убавками. Мы делаем один ряд 3 столбика убавка и так 6 раз. Мы потом выйдем на 24 столбика. Те, кто хочет голову пришивать, 24 столбика, вяжут еще 2 ряда и все. Очень плотно набивают ватой и оставляют не закрытым, потому что на эту часть потом пришивается голова и идет голова, петелька с шеи, с петлей головы, вот так вот она как штопается и затягивается. Только не этой ниткой, а другой. Да? Вот это отверстие должно остаться. Но сейчас здесь у меня в данный момент 30 столбиков, а мы должны выйти на 24. Это значит, мы еще один круг делаем с убавками. 3 столбика убавка, так 6 раз, и потом 2 ряда наверх. Забиваем плотно ватой. Те, кто хочет ставить сустав, мы делаем еще раз 3 столбика убавка, и так 6 раз, ну точно так же. Провязываем потом 2 ряда наверх, прикладываем сустав, смотря какой вы берете, это 4,5, я думаю, он в принципе будет достаточно. Мы просто его ложим и каждой петельки между собой делаем убавки. Просто по кругу одни убавки, 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 не пропуская никаких петелек, просто убавляем до тех пор, пока он вот так вот закроется. Он закроется, останется только один штырь и все. И вот готово. Точно так же, как я делала на бегемоте, да, только там брала я 6 сантиметров. В принципе, можно было бы даже, знаете, чтобы не так сильно его удлинять, поставить сейчас сюда 6 сантиметров сустав на вот эти вот 30 столбиков и просто делать убавки, закрыть и все. Но я не хочу сюда ставить 6 сантиметров, потому что я хочу, чтобы чуть-чуть он был меньше, чтобы голова немножко вперед свисала. Потому что у этого оленя, у него морда также смотрит вперед, у них глаз не видно. Что у жирафов, что у оленей, что у бегемотов. У них глаза смотрят всегда в небо. А если немножко она будет флексибель, да, то тогда голова чуть-чуть вперед сгибается, и вы видите вообще глаза этого мужчины. Понимаете, девочки? Не только рога, но и глаза. Поэтому я сделаю 4,5. Что будет, то будет. Если я увижу, что чересчур он будет падать предо мной на колени, то я пришью ему эту голову, чтобы она не перевешивала его. Окей? Сделаем так. Короче, убавляем, закрываем и заканчиваем, наконец, это дело. Так, девочки, смотрите, что у меня получилось. Вот так вот я сделала. Вот. Единственное, что можно еще сделать, чтобы вот голова, морда, да, не смотрела наверх. Мне кажется, что она не будет смотреть наверх, потому что морда очень большая, она будет все равно вперед перевешивать, да, а шея тоненькая. Но можно было бы там, вот где вот открытая часть была, можно вязать просто сюда, воздушная петля, назад, воздушная петля, назад, что мы вяжем только эту часть. И получается задняя часть немножко выше, а передняя часть немножко ниже. И будет так, что голову тогда мы будем не так пришивать, а вот так пришивать. Или, например, вот этот сустав, его можно сюда сбоку поставить и голову так сделать. Тоже возможно. Но почему-то мне кажется, что у него голова будет свисать, потому что из Хималая здесь такая сама по себе пряжа объемная, тяжелая, что он все равно будет смотреть вперед. Вот так у меня получилось. Очень большой. Уже сейчас очень большой. Но красивый. Самое главное. Так, девчат, вяжем голову. Так. Для этого мы сейчас будем делать одни только прибавки до 54 петель. Берем крючок и начинаем с колечка амигуруми и вывязываем там 6 столбиков. Жара такая невыносима, просто невыносима. Не знаю, что такое. Колбасит не по-детски. 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. И теперь мы вяжем, как всегда. Сперва мы вяжем в каждую петлю прибавку. Да? Это 6 прибавочек.
Так, следующий ряд. Ставьте здесь себе маркер. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, прибавка. И так 6 раз. Столбик, прибавка. И так далее. Столбик, прибавка. И последнее, я так думаю, столбик и прибавка. Так, я для себя поставлю сейчас маркер. И теперь мы вяжем следующий ряд. Итак, мы вяжем постоянно один ряд, одна петля больше, да? Сейчас мы вяжем не столбик прибавка, а 2 столбика прибавка. 2 прибавка. И так 6 раз. 2 столбика и прибавка. Итак, девочки, и так мы вяжем до тех пор, да, пока у нас не будет с вами 54 столбика. 54 столбика. Это значит, мы провязываем этот ряд, где последний ряд с прибавками будет 7 столбиков прибавка. Да? 7 столбиков прибавка. Тогда у нас будет 54 столбика. По кругу, добавляя им, постоянно добавляя одну петлю больше. До 54 столбиков. И потом мы вяжем, девочки, 8 рядов без изменений, 54 столбика. Окей? Вот. Потом будем делать убавки. Давайте провяжем это, сделаем такой хороший круг. Морда так морда. Удлиним ее на 8 рядов. И потом будем убавлять. Смотрите, девочки, провязала я эти ряды с прибавками. Да? Вот здесь вот можно очень-очень хорошо видеть, если кто разбирается в прибавках или там в вязании, где мы делали прибавки, где нет. Вот, смотрите. Вот эта галочка, видите, здесь мы делали прибавку. Они вот идут вот так. Это идут петельки простые. Вот это опять галочка. И вот последний ряд, где я делала прибавки, его можно здесь считать. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Как я и сказала, да? Я провязала последний ряд 7 столбиков прибавка, так 6 раз. И 8 рядов наверх. Вот такая мордаха получается. Я бы сказала, нормально, пойдет. Теперь мы будем делать убавки. И убавки мы будем таким делать методом. По схеме убавки будут делаться только вот с 2 сторон. Да, потому что они будут делаться 2. Я сейчас вам покажу. Смотрите. Вот эта вот часть, вот она, видите, вот эта часть. Начиная с 18 ряда и давайте по 23 ряд. Мы должны делать убавка 25 столбиков и так 2 раза. Убавка 24 столбика и так 2 раза. До тех пор, пока вы не будете вязать убавка 20 столбиков и так 2 раза. Сейчас я вам покажу. Начинаем вязать убавка 25 столбиков, так 2 раза. Так, у меня здесь, как всегда, батарея садится, мне тут кабеля вокруг меня. Кабеля, не кабели, кабеля. Вот было бы, если бы были кабели. Нет, кабеля. Итак, или кабели. Вот, кабели еще лучше. Ой, Ленка, рот закройся, пока ты врагов себе не нажила. Ой, честное слово. Короче, делаем убавку. У кого какие тараканы, да? Ну, нет. Делаем убавку. Так, и теперь вяжем 25 столбиков. 1, 2, 3. Не буду громко считать. 4, потому что некоторых это нервирует. 5, 6, ну пускай нервирует. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да что такое? 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4,
и 5. 25. Делаем убавку. И вяжем опять 25 столбиков. И мы пройдем сюда, где мы делали первую убавку. Да? Тут 25 столбиков. Все. Вот 25 мы сейчас еще провяжем, и мы будем в конце ряда. Это мы сделали один ряд убавки. Следующий ряд убавки мы делаем. Опять здесь же убавка 24 столбика. Убавка 24 столбика. Потом делаем убавка 23 столбика. Убавка 23 столбика. Потом убавка 22 столбика. Убавка 22 столбика. И так мы делаем до тех пор, пока мы не провяжем убавка 20 столбиков, убавка 20 столбиков. И потом мы с вами здесь встретимся. Окей? Итак, девочки, смотрите, я провязала эти убавки. У меня сейчас в данный момент 42 столбика. Вот по краям у меня вот тут убавочки шли. И вот тут такая вот получается морда. Теперь мы вяжем с вами один ряд с убавками. 5 столбиков, убавка, и так 6 раз. Раз, два, три, 4, 5 и убавка. И так вяжем мы 6 раз до конца ряда, да? Вот я провязала этот ряд с убавками. У меня сейчас в данный момент 36 столбиков. Теперь мы будем вязать один ряд. Сейчас, девочки. 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Теперь у него по схеме стоит 7 прибавок из полустолбиков с накидом. 7 прибавок. Делаем накид и вводим. И вот эти вот 3 петельки провязываем вместе. В эту же петлю еще раз также. Это одна прибавка. Накид. Идем в другую петлю. Вводим. Провязываем 3 за раз. Берем накид и вводим сюда же. Это вторая прибавка. Называется полустолбик с прибавкой. Ой. Прибавка из полустолбика. Вот. Накид. Вводим. И все 3 петельки за раз. Накид. Вводим все 3 петли за раз. Сколько мы прибавили уже? Раз, два, 3. Итак, девочки, 7 раз. Да? 4. Я думаю, это как раз то место, где мы будем глаза потом вставлять. 5. 6. Последний раз. 7. Так, что там остается? Вяжем 13 столбиков. Я его еще ни разу не вязала, девочки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь что? Делаем одну убавку. И вяжем, это что такое? Вяжем последние 7 столбиков. Да, последние 7 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. У нас с вами сейчас 42 столбика. Вот смотрите, девочки. Вот тут, да?
вот тут будут вставляться глазки. Прям вот для них вот это место экстра связано. Сюда один, наверное, и сюда один. Вот тут мы делали прибавочки, и вот тут они вставляются. Что за глаза я буду вставлять, девочки, даже без понятия. Мы сейчас еще провяжем голову. Нам нужно сейчас будет провязать еще пару рядов. И завтра я довяжу наконец-то. Вы верите? Нет, я неделю его вяжу. У меня реально очень тяжело со временем. Ребенок у меня в 1 класс завтра идет. Столько постоянно подготовки. Хотя вроде сейчас с этой короной они так не гуляют здесь, но все равно и работы, и огород, и хавка, и стирка. Короче, как у всех нас, бедных женщин. Никто не пожалеет, не приголубит, не похвалит. Так что сами себя сейчас мы здесь, да, пока нас никто не слышит. Так что, девочки, что-то я опять капут. Надо мне в душ и спать. Сейчас мы должны еще провязать с вами с 26 по 33 ряда 42 столбика без изменений. 26, 27, 28, 29, 30. Раз, два, три. 8 рядов. 8 рядов вяжем без изменений, да? Вот. Это, ну, вот такая еще головка будет сзади. Ищем глаза, подставляем сюда глаза. Я думаю, что сюда оптимально будут обыкновенные черные. Здесь автор делал, по-моему, фетр подкладывал. Мы фетр подкладывать не будем. Мы сделаем белые такие веки из белой Хималая пряжи. Сейчас так актуально, так красиво смотрится и очень легко. Или вы просто берете другие глаза. Можно вставить глаза в веки. Я посмотрю, у меня веки есть, как она будет смотреться, красиво или нет. Вот. Да. И это самое. Короче, 8 рядов провязываем, да, и увидимся завтра с вами опять. Я желаю всем спокойной ночи, сладких снов. Берегите себя и своих близких, как этот говорил. Почему-то у него в голове сразу. Как его зовут-то? Берегите себя и своих близких. Передачу-то я, господи, раньше смотрела. Шалахов? Малахов. Господи, Шалахов. Господи, лишь бы у меня не слышал. Малахов говорил: берегите себя и своих близких. Я вас всех люблю. Пока-пока. Добрый день, девочки. Вяжем дальше. Я провязала 8 рядов и посмотрела, какая у меня есть фурнитура для этого оленя. Подбирала разные глазки и решила остановиться на одних. И для этого я выбрала вот такие вот черные, обыкновенные черные глаза. Они 16 миллиметров. 16 миллиметров. И к ним я хочу взять вот такие веки. Веки сами идут на 18 миллиметров, да, но они сюда отлично пасуют. Вот, если их вставить, вот так они выглядят. Почему-то мне захотелось именно это взять. Так, хочу посмотреть на свет, хорошо ли видно. Если здесь вот в таких веках, например, глазки не пролазят, то можно просто насильно одеть. Вот. Или, у меня сейчас руки намазала кремом, просто дырочку немножко больше сделать, да, и вдеть. Так, сейчас я вам покажу. Глаза вставляются. Вот видите, мы сделали вот тут прибавки. Чтобы точно, во-первых, мне надо потом еще хорошо ее заполнить, чтобы она одинаковая была. И чтобы точно у нас пропорции, ну как, пропорционально все правильно сидело, возьмите, введите в первую прибавку и в последнюю прибавку, да, и тогда вы будете 100% уверены, что... Мне кажется, что эти глаза будут здесь замечательно смотреться именно для оленя. Единственное, что, может быть, я попробую, не знаю, получится или нет, здесь под веко еще протянуть белую нить. Будет еще красивее, так же, как у автора, да? Так, сейчас я попробую здесь немножечко поколдовать, немножко порвать. Эти веки я покупала в России, девочек привозила оттуда. Если кто живет в Германии, кому такие веки нужны, они есть у меня в моем магазинчике. Задаете просто amigurumishop.net, кто живет в Германии. Можете там купить. Одевается немножко тяжеловато. Еще когда намазаны руки кремом, это вообще пипец. Ну ничего, сейчас мы ее натянем. Вот так вот оно выглядит.
Вот смотрите, вот так. И если мы, например, один сюда посадим, то, мне кажется, расстояние будет замечательно. Если кому-то расстояние это чересчур далековато, делайте одну прибавку, пропустите и во вторую прибавку. Также здесь в предпоследнюю. Но я хочу сделать так, потому что чуть-чуть будем все равно утягивать. И когда сильно близко глаза к друг другу, то он немножко злой выглядит. Я не хочу никаких злых здесь игрушек. Достаточно всякой агрессии. Я хочу мира на этой земле. Вот. Цепим. Все, вот так вот она выглядит. Мне кажется, он будет очень симпатичный. Такой у него печальный взгляд будет. Но знаете, что еще классно? Что вот они под эти коричневые веки будут красиво сочетаться и рога. Он будет шикарный просто мужчина. Вот. Что теперь? Теперь нужно голову посадить на шарнир. Да? Шарнир я буду садить вот тут вот в середине. Да? Вот где мы начали вязать саму голову, вот так вот где-то будет сидеть шарнир. Сейчас я вам покажу. Мне как раз кто-то спрашивал, как садится шарнир. Если вы вот шарнир здесь, он у вас уже сидит. Я иногда, когда очень туго вяжу, у меня потом ворсится вот так вот, ворсится вот так вот до пряжи. Мне не очень это нравится. Я пытаюсь немножко свободнее вязать, но когда свободнее вяжешь, тут дырки. А когда чересчур туго вяжешь, потом получаются такие ворсинки. Ну, она немножко стропоцируется, да, называется. Не знаю, как по-русски. Стропоцируется немножко от этой вот пряжи, и она получается такая лохматая, что мне не очень нравится. Итак, берем морду этого мужчины. Ищем здесь середину. Самое главное найти середину, потому что если посадите неправильно, все, он будет на Кавказ смотреть, будет некрасиво. Поэтому как-то надо здесь сейчас найти точку соприкосновения. Вот. А где она? Фиг его знает. Ну, не знаю я, девочки. Я думаю, вот здесь. Короче, просто садим на этот шарнир. Я сейчас посмотрю, как она будет выглядеть. Я вам технику просто покажу, если вдруг кто не знает. Просто садим голову на этот шарнир, да? Вот так вот садим, 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 суем, суем, суем. Вот так. Обязательно взять его на руки, посмотреть ему в его глубокие такие глаза, сидят ли они ровно или нет. Если они сидят ровно, то оставляем так. Если не сидят ровно, да, то мы сдвигаем немножечко голову в другую сторону. Вот, посадила я на этот шарнир. Потом есть такая шайбочка, но не во всех суставах сейчас в последнее время такую шайбу они тоже ложат. Здесь стоит 4,5, да, или 45 миллиметров. Ложим эту шайбу вот сюда наверх, видите, насквозь мы прокололи, вот. Ложим эту шайбу сюда наверх, вот так, вот. И потом вот этим вот креплением, девочки, мы прикрепляем. Я сейчас прикреплять не буду, потому что я еще не вижу, ровно он у меня сидит или нет. Но вы поняли технику, да? Хорошо. Дальше я это сама все прикреплю, когда убеждусь, что он у меня сидит ровно. И далее что мы делаем? Мы делаем убавки. Мы закрываем эту голову. Мы начинаем с 5 столбиков, убавка, и так 6 раз. Потом вяжем 4 столбика, убавка, и так 6 раз. И полностью закрываем голову. Когда мы это закроем, потом будем делать ему утяжку морды. А остальное уже как ушки и рога вы будете пришивать сами. Потому что мне очень тяжело на таких игрушках больших здесь это показывать. Это мне надо опять организовывать место в зале, садиться на колени. Ой, блин, смотрите, какой он будет красивый. Я уже сейчас вижу. А где ухо? Вот оно. Ухи, когда будем пришивать, вот так вот сложите их, да? Вот так. Короче, я сделаю это, да, я думаю, потом камеру перенесу в зал и там где-нибудь сяду на диване, чтобы вам показать. Ухи должны прям вот напротив, не напротив, а рядом с глазами сидеть пониже, а рога должны вот так вот где-то сверху. Ну, это я потом покажу. У меня у дочки сегодня 1 класс. Ну, как у вас в России 1 сентября, так у нас сегодня по-другому немножко. Сейчас в 2 часа. Это выходит через час, нам надо ехать. Я думаю, вам хотя бы кусочек еще допишу, потому что я реально не успеваю ничего, столько работы. Вот, а потом приду, после этого и доделаю. Так что она там в кудряшках всех сидит и ждет, когда ты мне бегуди снимешь. Как-то сегодня так смелась, девочки. Я говорю, учительница вчера, я была вчера на разговоре, ну как вечер, да, как родительское собрание.
И говорю, учитель сказал, что ты не забыл обязательно взять с собой пенал и ручки. А она на меня смотрит и говорит, ну это мы возьмем само собой, ты не забудь мне кудряшки сделать. Я говорю, ну конечно, как это так? Сейчас молодежь 6-летняя по-другому смотрит на школу, да? Самое главное, чтобы кудряшки у нее были, остальное. Все, тогда ясно, да? Мы делаем, прикрепляем, делаем убавки, закрываем, начиная с 5 столбиков убавка и так далее. И если у кого нету шарнира, то вы просто без вот этого вот... Ой, не хочу снимать, я же уже его посадила. Просто заполняете голову, закрываете это все и пришиваете. Пришиваете так, чтобы было чуть-чуть голова сзади выглядывала, но морда больше висела. Тогда он будет автоматически немножко так вот вперед свисать. Это не значит, что голова должна обязательно, что он будет падать, потому что само тело очень плотное и хорошо набито. Окей? Ну все. Ой, ничего не хочу, девчата. Даже в школу не хочу. Я думала, у меня школа закончилась, а у меня начинается все заново. А, Б, С, да, eins mal eins, твою мать. Ну ничего, будем учиться. Учение никогда не мешает. Всем пока. Девочки, всем привет. Итак, смотрите, довязала я это чудо лысое. Такая у него морда, мне уже не помещается реально он на стол, и нигде не могу я сейчас в данный момент сделать. Вот попытаюсь здесь как-нибудь вам показать. Глаза будут утягиваться немного внутрь, но мы их сделаем в самую последнюю очередь. Сейчас нам нужно будет утянуть морду. Так, морда у него шикарная, ничего не могу сказать. Давайте мы обозначим 4 точки. Вот, точки должны быть одинаковые. Блин, девочки. Так, ну, я думаю, что вот тут будем делать одну утяжку, вот тут, и потом переворачивая голову вот тут. Вот так вот должны быть сделаны утяжки. Но не сильно близко, иначе здесь она узкая будет. Надо брать здесь и прямо вот снизу здесь. Так, сейчас попробуем. Смотрите, попробую объяснить, чтобы у нас было одинаково, да? Так. Такие иголочки берем. Но я думаю, что... Вот смотрите, вот у нас прибавки, да, мы делали. Вы же видите вот эти вот галочки. Вот последняя была прибавка. Я думаю, что мы сделаем 2 ряда над прибавками. И вот в этом ряду ставим сюда одну иголку. Это чтобы можно было хорошо видеть. Вот идут прибавки, галочки. 2 ряда наверх и ставим здесь одну иголку. Может, одну сюда. Одну сюда. Ну так, чтобы все было одинаково, да, симметрично. Так, теперь что мы делаем? Мы идем вниз. Вниз мы идем по этому же ряду. Вот этот ряд. Спускаемся вниз, 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 вниз. Еще ниже сюда ставим иголку. Так. Я очень туго вяжу, я сейчас не измеряла, но мне кажется, где-то 60 или 70 сантиметров, где-то так. Так, здесь также по этому же ряду идем вниз. И в этом ряду мы ставим иголку. Где я сейчас не вижу, просто берем теперь и смотрим. Вот так вот должны будут сделаны утяжки. Вот так. Сейчас еще раз посмотрю автора. Ну, точно так же, видите, вот одна и вон сверху. И там, где снизу, потом соединяется как ротик. Давайте, короче, рискнем. Я вот думаю, может быть... Ой, а вот она. Господи, я думаю, иголка у меня пропала. Сейчас бы я искала, девчат. Так, я вот думаю, может, чуть дальше сделать. Мне кажется, дальше даже будет красивее, чтобы сильно тут такая морда не была скрюченная. Давайте мы сделаем от прибавок не 2, а 4 ряда наверх. На 2 петельки сместим сюда. И также здесь. Раз, два. И смотрите, чтобы они вот так под глазами симметрично были. И также, значит, и здесь смещаем. На 2 ниже. Сюда. И сюда. Все. Так, что мы теперь делаем? Утяжки, да? У меня есть вот такая игла. Она 20 сантиметров длиной. Беру вот такую нить. Нить ирис называется. Не знаю, как она
в Германии называется, но я покупала в России, поэтому она Ирис. Может, у вас есть. Это джинсовая такая плотная нитка. И тут же я ее сделаю, девочки, вдвойне. Вдвойне, потому что она будет сильно утягивать, она может порваться. Вдвойне, не пожалею. Так, чтобы ножницы были бы рядом. Угу. Мы только со школы пришли, только отгуляли. Ребенок счастливый. Завтра первый день в школу ей. Мама тоже счастливая. Начинаем все сначала. Так, делаем большой узел. Еще, девочки, вот сюда вводим, да? И здесь я, знаете, что сделаю? Все равно так вот закреплю один раз. Потому что она может внутри пройти. Просто узелок сделаю, этот узел, он спрячется сейчас внутри. Да? Так, я надеюсь, у меня, девочки, получится. Мне тоже все не получается с первого раза, потому что я не учитель, я такая же, как и вы, самоучка. Так, захватываем, вкалываю сюда, и, надеюсь, вы видите, вкалываю. И выхожу вот здесь. Кому удобнее, может начать сверху. Но я не хочу, чтобы, если вдруг узел будет видно, чтобы его было видно сверху. Лучше пусть снизу будет спрятан. Так, теперь эту иглу вывожу, вытаскиваю. И хочу пройтись сюда еще раз. И хорошо затянуть. Моя ошибка сейчас была, что я петельку не это самое. Повторяю еще раз. Надо петельку, девчата, пропустить одну. Потому что бесполезно, что я туда вхожу и выхожу. Теперь утягиваем. Ух ты. Так, теперь... Блин, так тяжело, а? Теперь ввожу сюда, только чуть-чуть петельку одну смещаю и вывожу вот сюда. И хорошо затягиваем. Ну, не так, чтобы до неизможения, да? Ну, затягиваем. Теперь на одну петельку смещаем сюда и выводим там, где у нас здесь была. Мне очень интересно, что получится. Вот так. Теперь вот эту вот процедуру можно повторить. На одну петлю смещаем и вводим опять сюда. Хорошо утягиваем. Вот что здесь получается, видите? Вот сверху. Так, теперь я иду сюда вниз, опять туда же, да, и делаю там узел. Натягиваю так, чтобы все было равномерно. Здесь тоже, видите, все вроде равномерно, все вроде хорошо. Теперь, так, девочки, я в шортах, да, извините, но я в шортах, я не голая. А то я сама на себя смотрю, шорты не высвечиваются, люди подумают, что у нас жара 30 градусов. Я в шортах, на всякий случай. Вдруг меня мужчины еще смотрят, так что сюрприза не будет. Так, делаем узел. А то я отхожу от темы очень резко, у меня всегда это получается. Так, затягиваем. Затянули, да? Блин, я хотела красивый узел, а получился, как всегда. Так что пробую какую-нибудь ниточку потянуть. Да, красавчик. Вот так. Все, теперь что мы делаем? Мы вот так ложим. Ну и пусть будет это ротик у него, да, вот так вот прошьем. Пусть он улыбается. Сюда же вводим, девчата, я надеюсь, вы все видите. Я знаю, что это тяжело, но мне тоже тяжело. Я уже хотела прям психануть. Сама сказала, сама обиделась. Знаете такое? Так. И знаете, куда мы выйдем? Смотрите. Давайте... Я надеюсь, мне хватит. Нитки хватит.
Вот сюда вот мы сейчас вот так войдем и выйдем в глаз. Если у вас иголка дотянется до туда, у меня дотянется. Вот в глаз, а потом как? Так. Ух ты какой счастливый-то, а? Ну еще на таких коленках тут лежать. Блин. Так. Ой, пока сама себя не полюбишь, да, девочки? Слышь, какой красавчик. Так, глаза надо утянуть обязательно. Тогда они будут живые. Вот так. Идем сюда. Сюда на одну. И выводим. Давайте вот здесь. Так. И это надо повторить. На одну петлю сюда. И выведем. Вот здесь. И попробовать утянуть, чтобы они оба утянулись. Ох. Ох. Ох, как мне нравится-то, а? Здрасте. Так. Сразу глаза, смотрите, упали туда. Сразу совсем другой видон у него сразу оживает. Красавчик такой. Так, еще раз надо, девочки, иначе у меня распустится. Так. Теперь, не знаю как, но чтобы не было вот этого вот, знаете, некрасивого вида, надо как-то здесь сделать опять узел. А я боюсь, я не хочу испортить, но узел здесь должен быть. А как? Где-то тут ниже, где глаз. О, да? Даже не знаю, девочки. О, телефон звонит. Меня нету дома. Так. Вот тут я сейчас... Да, давайте я здесь завяжу, потому что я хочу здесь все равно попробовать белой ниткой. Меня нету дома. Сейчас придут. Уже бегут. Так. И теперь сюда мы выводим, где брови. Сделаем ему такие брови. Видите, как я детей приучила. Если мама делает видео, у меня дома нету. Потому что постоянно отвлекаюсь. Для меня это работа. Так, все, узел я спрятала, его не видно. Ну и распускаться не будет. Видите, да? Видите, какой он? Смотрите, какой он взгляд живой. Но недовольный. Он чем-то расстроен. Не знаю, чем. Чем-то он расстроен. Ну ничего, кому сейчас легко? Никому. Кому сейчас легко? Никому. Так что. Так. Вот здесь мы будем шить рога. Ой, шить, да, пришивать. Да? Поэтому я сейчас, у меня она двойная. Я вот так вот возьму, отрежу. Брови у него видать. Видать. Так, тоненький крючок. Я сейчас возьму вот эту ниточку. Одну. Ну что такое? Вот сюда. И просто возьму и привяжу. И она никуда не денется, девчат, потому что здесь у нас будут рога. Даже если их не будет, они спрячутся в пряже. Все. Отрезали. Здрасте. Такой милашка такой. Знаете, что вы еще можете сделать? Вот эти места тенями, коричневые тени для глаз. Аккуратненько. Внутри так цак-цак-цак, цак-цак-цак. И они будут выделяться, эти ноздри, как живые. Некоторые берут еще пуговички коричневые, туда пришивают. У него реально крутой взгляд, да? Я вот теперь думаю, стоит нить белую еще уложить или нет? Рудольф, как ты скажешь? Ой, крыша едет совсем. Сейчас попробуем. Красиво ли это будет или нет? Чтобы у него здесь вот такой белый еще
ниточка была. Мне кажется, нет. Девочки, если вы хотите делать, я не хочу. Может быть, ну совсем тоненькую, акриловую. Но я не хочу здесь уже столько нашивать. Ну, по схеме, конечно, красиво, что у него такой белый здесь зрачок. Нет, сделаю. Сейчас нитку принесу. Смотрите. Так, сейчас я вот так. Подождите, извините. Вот так сделаю. Вот акриловая обыкновенная нитка. И вот здесь только чуть-чуть, вот только чтобы чуть-чуть выделялось, да? Узел хорошо завязываем. Введем где-нибудь здесь снизу, чтобы видно не было. И выводим. Я выведу здесь. Ну-ка, чтобы спряталась. Вот так. И вот так снизу. Я прям снизу ее положу. И выведу здесь. Я всегда вот такие утяжки, если честно, тоже так же, как и вы, боюсь делать. Мне всегда кажется, что у меня с первого раза не получится. Но они всегда получаются с первого раза. И получаются такие живые. Оставить так. Вот чтобы только чуть-чуть выглядывало, и все. Если бы я сейчас сделала бы Гималая, мне кажется, было бы сильно видно. Ну, как не очень красиво. Сейчас еще такой цвет, девочки, свет, да, что она не видно. А когда дневной, или ты его когда в руки держишь, я оставлю вот так, как она есть. Так, а куда выведу-то опять, а? Опять сюда в голову, что ли? Прям аж в другой рог. Ну, сейчас он прям такой у меня грустняшка совсем. Вот тут, смотрите, девочки, я снизу сделала. Красиво. Вот так. Так. Совсем грустный он у меня. Один. Совсем один. Поэтому и грустный. Ну... Ленка. Раз так можно узлы завязывать. Ленка и завяжет, и развяжет. Извините меня за этот беспорядок, но я всегда на этих местах что-нибудь потом пришиваю. Видите, вот когда туго вяжешь, она вот немножко пушится, и я этого не люблю. Некоторые люди вяжут слабо, она такая... Вязка получается очень аккуратная, красивая. Но я бы не сказала, что у меня неаккуратная, да, но у меня она потом вот так вот пушится, потому что сильно натянутая. Все, девочки, смотрите, какой он шикарный. Сейчас я вам покажу рожки. Рожки. Так. Рога идут. А как они у него стоят-то вообще? А, вот эти маленькие по краям. Вот так. О, мужик. Ой, какой мужик, девочки. Он охеренный просто. Я сдерживаюсь в эмоциях. У меня, когда эмоции зашкаливают, я могу мат загнуть. Но это не воспринимайте это лично. Это просто... Это гены, наверное, такие, я не знаю. Ну, у нас же офигенный. Посмотрите, как веки смотрятся офигенно просто. А ну-ка, уши. Сейчас некоторые подумают, что у меня вообще крыша едет. Ну, наверное, подумают только те, кто не вяжет. Потому что вы его будете вязать, вы точно так же будете с ума сходить, как и я. Короче, девочки, пришивать я здесь не смогу. Да, мне нужно уединение. Уши у меня будут на уровне глаз. Вот так. Да? Уши на уровне глаз. Рога должны быть прямо здесь сверху. Просто пришиваете, и все. И ваш олень, девчат, готов. Не знаю, ваш, не ваш. Но олень готов. Так, морду я еще вот так вот. Ой, так приплюсну ему чуть-чуть, да? Короче, ну все. Пришиваем уши, рога. Это мы делаем сами. Что мы еще можем сделать? Я уже наконец-то хочу это видео выставить. Мы можем еще связать ему шарфик, да?
Посмотрите, сейчас вам схемки покажу. Я сделаю так. Я буду набирать воздушные петельки. Как воздушные петельки набираются, вы знаете, да? Так, девочки. Просто у меня времени уже нету, я должна быстро-быстро, мне еще работать надо. Время уже 8 часов вечера, детей спать. Я хочу наконец-то его сегодня выставить. Так, берем, короче, воздушные петельки, делаем длину. Делаем столько воздушных петелек, сколько у вас должен быть длиной шарф. Делаете, 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 ложите ему на шею, смотрите, какой он идет длины. Все время делаете, 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 если вам не хватает, да? Все. Например, нужная длина вам шарфа. Делаете накид и идете, смотрите, не трясет, мне опять очень сладенько. Раз, два, идете вот в третью от крючка и делаете столбики с накидом. И так делайте в каждую петельку. Вот так. Вы вяжете, и вот такой вот получается шарфик, да? Вы можете сделать не столбики с накидом. Это я сделала сейчас для ленивых, потому что именно так я и сделаю. У меня уже нету времени вязать, вывязывать шарфики, да? Мне лишь бы декорация у него какая-то еще на шее была, и все. Вот, так что просто вяжете столбики с накидами. Или вяжете просто столбики, да? И мне кажется, что этого, в принципе, достаточно. Столбики с накидами тоже хорошо. Вы можете сделать еще один ряд. Так как он у нас не маленький, сделайте, когда вот вы до конца довяжете, делаете раз, два, поворачиваете работу, делаете накид и вяжете еще один ряд. И у вас получается вот такой широкий шарф. Скажу вам, если честно, да, аккуратнее и красивее получается, если вы будете делать не столбики с накидами, а просто столбики без накида. Тогда вам придется таких 4 ряда связать, он будет плотный и аккуратный шарф. Еще хочу вам сказать, еще самое лучшее, очень красиво комбинируются такие шарфики, настоящие шарфики, которые, например, ну как вам сказать, господи, ну можно комбинировать обыкновенный платочек, да, связанной игрушкой. Я видела очень часто девочки вяжут красивые игрушки, одевают в бодики из хлопка для бэбичек. Очень красиво. Так что вы просто можете обыкновенный тоненький маленький шарфик сами сшить, да, и завязать ему. И не нужно его вязать. Вот, но я все равно свяжу вот такой вот шарфик, он у меня будет вот такой вот ширины примерно, и сделаю белые бомбоны из вот этой вот травки. Чтобы у меня получилось вот так. Но я хочу красный, я не хочу зеленый. Да? Видите, она тоже здесь красила. Вот, так что шарфик мы вяжем самостоятельно. Я вам объяснила, как нужную длину воздушных петелек. И просто туды-сюды, туды-сюды вы вяжете нужную вам ширину. Вешаете ему на шею. Приделываете с помощью специальных таких есть или с помощью вилки бомбончики, их пришиваете, и вот вам шарф. Я это сегодня еще доделаю, вам его покажу, и наконец-то приступим к Рождеству уже, да? Так что пискляй. Девочки, посмотрите, что у меня получилось. Я его вынесла на улицу, потому что мне реально уже не было места. Я не знала, где его заснять, потому что он получился 70 сантиметров. От кончиков рожек и до ножек 70 сантиметров. Очень красивый. Глазки у него выглядят вот так вот. Эти белые, как они называются, белые яблочко, да, или как? Я не знаю, как оно называется. Их видно, вполне достаточно. Были бы толще, было бы, мне кажется, не очень красиво. Вот. Шарфики я ему связала тоненькие, я уже вязала, девочки, при скорости. Тут уже видно, что петельки не так аккуратно, но я закрою на это глаза, потому что мне нужно было это дело уже быстрее доделать, так как у меня реально еще очень много стоит работы. Сделала бомбоны из травки, но травка есть травка, девочки. Из нее я вам делать их не советую, потому что они сыпятся. Если я сейчас их трясану конкретно, то здесь у меня будет белый снег. Я их переделаю из обыкновенного акрила. Но она, конечно, красивее смотрится, да? Но если ты травку режешь, и как бы ты ее там не заматывал, господи, заматывал, как бы ты там ее не заматывал, она будет сыпаться, и он будет сыпаться. Если игрушка для ребенка, то лучше делать бомбоны из акрила. Если
идет эта игрушка чисто для декорации, вот она у меня будет сидеть в коридоре зимой, чисто для декорации или где-нибудь на полке, я не знаю, то я их оставлю, потому что продавать я его не буду. Я люблю его. Он у меня самый-самый. Да? Грустняшка такой. На ручки хочет. Ласки хочет. И любви. Смотрите, какие у него глаза печальные. Мне нельзя в это вникать, иначе пипец моей психики будет. У меня так ее нету. Окей, девочки, я всем желаю легких петелек. Огромное спасибо автору за это, МК. Он шикардос. Вот второй раз для немцев свяжу его с огромным удовольствием. Ну вот теперь думаю, может быть его белым связать. Белые же олени тоже есть. Только не знаю, какие ручки, ножки, потому что обвязка должна быть белая. Ну подумаю, короче, как его сделать. Ну, мне он очень нравится. Вот. Дождались наконец-то этого оленя. Так что всем вам легких петелек и до следующего раза. Пока!